Лекция 8. Волевая сила. В предшествующих уроках я дал вам объяснение способа, посредством которого человек может привлекать к себе других в личном собеседовании при помощи силы внушения и т.д. Таким образом лицо, производящее впечатление на другое, имеет себе поддержку в двух других силах. Первая из этих вспомогательных сил есть то, что известно под названием притягательной силы мысли, о которой я расскажу в последующих уроках. Вторая же есть волевое воздействие ума одного человека на ум другого. Есть заметное различие в этих двух проявлениях силы духа. В первом случае притягательное свойство мысли, приведенное в движение, воздействует на других независимо от сознательного усилия вашего разума. Ваше сильное мышление о чем-нибудь приводит в движение могучую силу, которая и влияет на других. В случае же волевого проявления мысли мыслительные колебания посылаются и побуждаются сознательным действием силы воли посылающего и направляются к какому-нибудь определенному объекту. Когда побуждающая сила прекращаются и колебания. Я не нахожу подходящего общеупотребительного слова, которое могло бы быть пригодно для этой формы силы мысли, и так как я не хочу постоянно повторять сознательное усилие воли, производящее мыслительные колебания и направляющее их на определенный предмет, то я по необходимости принужден подыскать слово, выражающее данное понятие. Поэтому я буду употреблять с этих пор термин хотение для выражения только что определенного понятия. Это слово не следует смешивать со словом желание, т.е. свободное проявление воли в деле выбора. А также буду пользоваться словом волевой с тем же значением т.е. в зависимости от воли, но не от желания. Волевая сила есть одна из наиболее могущественных сил природы и в то же время наименее известных. Она применяется бессознательно более или менее всеми людьми. Некоторые сознают ее действия, не понимая законов ее возникновения и развития. Она может чрезвычайно увеличиваться путем разумного развития и упражнения, если только будут на это уделять необходимое время и старания. Я предложу вам в уроке о сосредоточивании некоторые упражнения для развития собственно этой силы. Чтобы быть в состоянии разумно применять волевую силу, необходимо понять истинную природу воли, а чтобы уяснить все это, вы должны осуществить в себе истинного человека. Многие из нас привыкли думать о собственном «я» как исключительно о физическом теле. Это материалистическая точка зрения. Другие же думают о собственном «я» как о каком-то духовном создании, руководящем телом и пребывающем в мозгу. Это отчасти правильно, но не вполне истинно. Некоторые же сознают, что есть высшее «я» в человеке, и только немногие познали это высшее «я» и живут согласно его предначертаниям. Действительно, «я» настолько совершеннее разума, насколько разум совершеннее тела, и они оба, тело и разум, подчинены ему. Оба его орудия и служат для выполнения его работы, если только оно пожелает воспользоваться ими. Истинное «я» есть то, что мы чувствуем в минуты мечтаний или самоуглублений, когда мы думаем или говорим себе «я есть». Все из нас сознавали в себе это ощущение истинного «я» в известные моменты своей жизни, но не познали всего его значения. Отложите в сторону эту книгу на несколько минут и, ослабив мускулы вашего тела с приведением в пассивное состояние вашего ума, спокойно и хладнокровно думайте о словах «я есть» и попробуйте представить себе ваше истинное «я», стоящее над разумом и телом. Если вы только привели в должное состояние тело и ум, то вы увидите в себе мерцание наличности этого истинного «я». Продолжайте занятия. Оно пробудит в вашем уме представление истины. Ничто не в состоянии повредить или уничтожить истинное «я». Тело и разум исчезнут, но «я есть» остается вечным и неразрушимым. Оно могущественно, и когда разум научится подчиняться его влиянию, то человек получает как бы другое бытие, приобретая неведомые для этого силы. Цель этой серии уроков не позволяет мне дальше останавливаться на этом предмете. По своему значению он потребовал бы многотомного труда, чтобы описать его должным образом, но я желаю относительно этого лишь остановить внимание изучающего на этой жизненной истине со всею серьезностью, на которую способен. Держитесь какого угодно взгляда относительно наставлений, данных в этом курсе, принимайте это учение или отвергайте его. Это в вашем распоряжении, но только пусть эта мысль глубоко западет в ваш ум: «Я есть» — это есть истинная сущность. Когда ваш разум познает своего господина, вы познаете тайну жизни. Я посеял зерно этой мысли в вашем уме, и оно взойдет и разовьется в прекрасное растение, цветок которого превзойдет благоуханием самые прекраснейшие земные цветы. Когда его листья распустятся и покажут этот цветок во всей его красоте, тогда вы узнаете, что вы обрели самого себя. То, что мы называем воля, есть проявление «я есть» человека. Она находится в таком же отношении к нему, как мысль к разуму. Когда мы говорим о развитии воли, мы в действительности предполагаем развитие разума в смысле признания воли как господствующей над ним силы. Воля достаточно сильна и нуждается в развитии. Это противоречит как будто общераспространенному воззрению, но это тем не менее так. Могучий волевой поток протекает по психическим венам, но вам следует научиться ходить на привязи, прежде чем управлять духовной своей колесницей. Человеческие мысли бывают двух различных направлений.
Один вид мышления, названный нами пассивным, немного более, чем инстинктивное усилие, что-то вроде само собой идущего мышления, и требует для своего возникновения лишь немного или почти никакой волевой силы. Другой же вид мышления, названный нами активной деятельностью ума, возникает от большего или я владыка тысячи миров и царствую с тех пор, как время началось и ночь и день в своем круговороте навсегда пройдут, я лишь только их успею рассмотреть. Время гордое минует прежде, чем я освобожусь, ибо я являюсь душою человека. Меньшего требования, предъявляемого разумом к силе воли. Я только могу обратить ваше внимание на этот факт, так как подробное изучение предмета находится вне рамок настоящего труда. Я глубже коснулся этого предмета в других своих работах, которым и должен отослать вас. В этой же книге для меня задача научить вас как, а не почему, а поэтому мне и не нужно вводить вас в область теории. Чем более мыслит человек в направлении активной деятельности ума, тем сильнее и могущественнее она. То же самое, конечно, и наоборот, человек, который понимает законы господства духа, имеет бесконечное преимущество перед своими ближними, которые бредут телячьей тропой пассивного усилия ума. Все виды мыслей посылаются разумом, и их колебания, исходя от одного индивидуума, воздействуют и на других в большей или меньшей степени, смотря по силе побуждающего усилия. Пассивные мысли менее могущественны, чем активные, но и они, повторяемые постоянно, обладают достаточной силой. Сейчас будет видно, что для того, чтобы произвести непосредственное воздействие на ум другого с помощью мыслительных колебаний, необходимо усилие хотения, и чем сильнее это усилие, тем сильнее и воздействие. Следующий урок предназначается упражнением силы хотения.